Всем Йоу, привет! ребят, всем привет. Это наш опять еженедельный подкаст. Сегодня у нас специальный гость, новый, это Синет. Кто такой Синет? Синет – это у нас гигачат абстракта. Это кит абстракта, не побоюсь этого сказать. Это человек, который лутает больше 200 тысяч XP. И давайте, наверное, сначала дадим слово Синету, чтобы он представился, рассказал, кто он, что он, как он познакомился с абстрактом, чего его заинтересовал абстракт. А потом перейдем к другим темам. Всем привет. Ты, не знаю, ты же представил полностью, да, на абстракт. Я в феврале где-то пришел, вот, поэтому такое. Я вообще с самого лаунча был, но потом ушел, потому что времени не было, и вернулся, короче, когда время появилось, ну и все. Как заметил абстракт, чего он тебя заинтересовал и так далее? Да после успешного ТГЕ пингвинов, знаешь, было видно, что они вообще очень жестко запустились. Проектов не было интересных, где можно было активным быть после Бласта. Я после Бласта ничего не делал. Вот, и абстракт первым показался интересным реальным проектом. А сколько у тебя удалось вынести из Бласта? В сумме где-то 1020, ну там не так уж и много. Это я понял еще с фэнтези вместе, потому что там дроп-то немного дал. Вот. Так, сейчас я сделаю чуть Понятненько. громче, чтобы было... Стоп. А Синета можно сделать и так как-то здесь громче, а то пишет плоховато слышно? Ник. Именно у нас внутри. Или так нельзя? Edit mic settings и больше. Вот так могу сделать. Ну, Синет, можете попросить что-то сказать? Да-да, 1, 2, 3, 1, 2, 3. О, вот сейчас вообще, наверное, уверен, что будет нормально слышно. Все. Окей, я предлагаю, знаете, сделать так, как вот мы делали с Русланом. То есть сначала мы пройдемся по каким-то новостям, которые были за неделю, а потом мы хотелось бы послушать именно Синета, его какие-то там версии про, возможно, не знаю, как что мы обсуждали с Русланом, там, какое ФДВ абстракта, какие проекты верят и так далее. Это мы оставим все на конец. А давайте пока пройдем потом, потому что у нас было на этой неделе, вместе пообсуждаем. Допустим, самая главная, наверное, тема, это было интервью Луканеца, Эли. Ник, вопрос к тебе, вопрос к Синету, к вам двоим. Смотрели, не смотрели? Как вам вообще интервью, позитивно или негативно? Вот ваш фидбэк. Ну, по-моему, там сплошной позитив, и я, если честно, интервью не смотрел, но пару вырезок знаю, там, про 20 миллиардов ФДВ и тому подобное. Вот, поэтому от тебя бы послушал информацию. Ты точно смотрел полностью? Да, я смотрел, давайте Синет еще скажет свой фидбэк, потом я выскажу и продолжу. Да, только в текстовом виде читал, а то времени не было, короче, на стрим прийти. Это как раз было в мой DR просто, вот, пропустил, вот, а потом читал. Ну да, он говорил же, что, по сути, легко выйти в 3 миллиарда, да, как он сказал, правильно, если я не ошибаюсь, и поэтому они хотят выйти только в 30. Да, для них интересно 20, 30, 50, вот. И то, что у них там много планов, то, что институционалы интересуются абстрактом, ну, и то же самое потом писал этот фаундер Лута у себя в Твиттере, что его друзья там какие-то институционалы интересуются абстрактом. Ну, наверное, это и есть Project Quantum. Он так и сказал, да, что у него спросил Эли, что такое Project Quantum, а он сказал, я вам так намекну, это институционалы. Что это означает? Ну, типа, что Project Quantum это имеется в виду, что собирает инвест какой-то для абстракта, как вот вы думаете? Ну, я думаю, это связано с Vanek. Vanek. Я думаю, что это все сразу... Vanek еще, думаешь? Ну, кстати, да, у них там очень позитивные... Да, ближайший фонд их, который постоянно с ними, да, там везде ходят, они на мероприятиях вместе там. Да, у Vanek есть проект на абстракте, как он, NFT Marketplace. Сегмент. Да, и, в принципе, они там и на Нью-Йоркской бирже вместе тусуются. Вот, поэтому, наверное, Vanek будет как-то принимать активное участие вообще в, не знаю, финансовом каком-то аспекте, может, инвесте, может, еще чем-то. Вот. Наверное, это за инвест, да, вот больше что. А я просто не знаю, в чем еще Vanek может так помочь абстракту. Если с токеном Pengu Vanek как бы помогает, я так понимаю, с ETF, то вот с абстрактом, вот я не знаю. Наверное, ну, он просто... ну, Лукаш говорил еще там перед этим в интервью каком-то, что им интересна еще конкуренция. Не знаю, конечно, тут немного не та инфраструктура, но со Stripe и PayPal, может, они что-то придумали с Vanek, не знаю, там, как финансовый сектор уйти. Ну, они-то могут помочь, наверное. Не знаю. Ну, наверное, с этим как-то связано. Ну да, если мы так вспомним вот эту вот, которая картинка гуляет, там где фаза 1, фаза 2, фаза 3 абстракта, что там у нас в фазе 3 банки, кредиты, еще что-то там, вот, наверное, может быть, там, в принципе, и может помочь. Ну, допустим, какую-то карту запустить абстракта, как-то еще что-то, ну, с этим связано. Ну, было бы интересно это посмотреть.
У меня, если честно, я смотрел все. Вот если мы возвращаемся, опять же, к интервью, я смотрел все интервью. Я не скажу, что я прям супер позитивно мне понравилось это интервью. Наверное, на американскую аудиторию, наверное, оно хорошо сыграло, но мне не понравились там вот эти вот фразы от Луки. Знаете, там он говорит, вот я перестал пушить абстракт из-за того, что как бы я не сильно технический парень, и я думал, что все будет готово в августе, и мы начнем пушить, но в итоге оказалось ничего не готово, меня типа обманули условно, но как будто это невозможно себе представить, что настолько так все технически не было, ну, что казалось, что оно будет готово в августе, а в итоге оно сейчас не готово. Наверное, там все-таки другие причины, не только технические. Ну, с другой стороны, а что вы ему еще Мне говорите? кажется, все в Web3 так и происходит. У нас все затягивается, ТГ переносится, и это у нас не было ни одного проекта, который вышел вовремя, Да. который оправдал все ожидания, условно, ну, там именно по выходу, по срокам. Поэтому тут, мне кажется, все на расслабленных булках, и в итоге реально могли подвести. Ну, И наверное, поэтому... рынок, как бы то, что начал падать, наверное, об этом говорить все-таки. Ну, это тоже важно, конечно. Если они хотят выйти успешно, им нужно на позитиве выходить. Понравилось мне, что Лука правильно вот сказал, что многие вот проекты, это такой вот был биф, знаете, на мегаэфир, что проекты выходят там по сумасшедшим оценкам, собирают сейлы, но у них еще нет даже майнета, оно ничего не готово. Мы же пошли другим путем построить как бы сначала проект, а потом уже все остальное и выходить и так далее, как а-ля Base, он говорит, вот Base они сначала строились. Вот это я считаю позитив, действительно. Ну, сейчас очень многие проекты, да, Монад, тот же Мегаэфир, они ничего за собой вначале не имели, кроме фундрайзинга, условно. И, ну, собирали достаточно много. Вот тут, я думаю, это согласен. Немножечко камера у тебя подлагивает, как будто. У меня? Опять же, может. Да. Вот, блин. Не знаю. Ладно, так, что-то есть еще добавить по поводу интервью Эли Луканеца? У меня, в принципе, нечего особо добавить. Как бы такого прям альфа никакой, кроме вот этого институционалов, и не было. Не, ну да. Это камера лагает, ну это смешно. Ну да, наверное, по интервью все. Вот. Плюс мы с Никитой не смотрели, так что если ты там что-то интересное увидел, то можешь рассказать. Да, поделиться мы будем рады. Да, в принципе, выжимку все читали, все одинаково. Как бы, вот единственная тема, которую меня зацепили, я сказал. Можем перейти вот как раз, если камера лагает у Синета, как раз к теме обновления абстракта, что у нас происходит. У нас Сауси ходит по стримерам, немножко их кошмарит, может быть, и правильно делает. Вот ваш фидбэк за то, что начали сильно плотно заниматься стримерами. То есть, если у стримера нет веб-камеры, то как бы его пушат, закрывают тикеты в Дискорде, то есть борются с этим. Как вы на это смотрите? Это вообще лайк. Ну, потому что я вот тоже как-то... очень странно смотреть на стримеров, которые не могут передать свои эмоции там или не могут просто дешевую себе веб-камеру купить. Ну, у всех там в ноутбуках есть вебка, там, условно, сейчас можно... Куча тулзов есть, которые телефон подключают. Я вот тоже... Вот, смотрите. Стримлю с телефона. То есть, показывать свое лицо, понимаешь? Вот в этом ну, в крипте, да, в этом есть проблема. Ну, то есть, но если ты выбрал путь стримера, я думаю, что ты уже как бы как медийное лицо, и, в принципе, по большей части... Ну, я лично не совсем понимаю стримеров, которые там не готовы себя показывать. Ну, просто я со своей колокольни смотрю, мне это просто дается. Вот, поэтому, в принципе, для контента как будто бы, важно, чтобы человек был с вебкой. Потому что без такого, ну, то есть нету визуального контакта стримера, нету какой-то близости. И за счет чего я вот частенько могу зайти там к ребятам без вебки. Но ты долго там не посидишь, то есть нету коннекта. Ну, с другой стороны, у нас есть тот же, да, Валерка Мопс, который, в принципе, завозят там без камеры. У нас есть на англо-аудиторию Red Crypto, который стримит без камеры и, в принципе, тоже там довольно... Ну да, есть исключения в любом случае, да. Я Валерка думаю, Мопс с крутым вайбом. Я думаю, но он уже и с вебкой. Борьба пошла, потому что к непроверенным стримерам, что они боятся, что они там, ну, к проверенным уже их не трогают, даже если вебка нет, вебки нету, а непроверенных будут кошмарить, чтобы не абузили, словно экспу и так далее. Вот, Синет, хотелось бы твое мнение послушать. Ну, я просто не стример, да, у меня хоть и есть галочка и хотя я не просил, не знаю, откуда у меня появилась. Вот, ну, просто я, например, в стримерство не мечу, да, но, не знаю,
Это, наверное, можно без лица стримить, только если это касается, знаешь, там, ну, есть люди, кто очень хорошо в игры играет, да, и там киберспорт, то там, например, это актуально. Если чел очень круто играет, то, в принципе, там личность его не важна, а эмоции там и т.д. и т.п. Все смотрят на геймплей. Но так как тут как бы все стримят, ну, игры такие, знаешь, как бы Без сказать, скилла, что скажем так. да, без скилла, то тут, в принципе, ну, только Камбрия разве что, то тут, в принципе, можно, да, всем в своей сидеть. Ты знаешь, ну, тоже, тут крипта, как бы, анонимность, ну, не знаю. Вот. Ну да, Ну да, тут стримером странно быть, если ты лицо не хочешь показывать. Тут согласен. А как же потеть в Moody Madness? Не только Капри, Moody Madness водочки еще есть у нас. Там сумасшедшая заруба идет. Ну, еще Но Руи скоро будет тоже, skill-based. я Да. же говорю, смотря кого это, в принципе, касается. Наверное, если там проверенных стримеров, ну, в принципе, до них докапываться уже особо смысла нет. Если ты новичок, как бы можно понять, да, что они вот... Вот я вчера вот видел, там, заходил он к парню, у которого просто крутилась его, ну, камера, условно, там, ну, Мгм. там 3-4 секунды, и оно повтор этой просто, как это сказать, этого кадра, короче, крутился. Конечно, к нему будет доеб. Вот к такому надо, как бы, доебываться. Там, Ну чтоб да. чтобы экспу не фармили. У нас еще пошли обновления в абстракте, помимо того, что Сауси, да, активно так взялся. NFT наконец-то теперь показывается, правда, не супер правильно, но показывается в абстракте. Видели? Ну, это круто, да. Да. Только у меня с перебоями нужно периодически обновлять страницу, иногда показывает без NFT баланс, потом с NFT, и постоянно этот баланс меняется. У Мгм. меня лично он прыгает там от 3,5 до 5,5 тысяч в день по несколько раз, и как бы, ну да, оно пока еще не оптимизировано, но в любом случае крутое нововведение, на мой взгляд, чтобы сразу можно было понять, ну, условно, вот если ты зашел к стримеру, у него там частенько видно кошелек, там сколько у него денег, он там получает сколько-то экспы, да, ну, условно, Мгм. если у него там с NFT покажет, что у него там $100 на абстракте, ну, в принципе, понятно, как человек взаимодействует с экосистемой, да, если у него там условно в токенах там может и не быть, но у него на NFT-шек там на несколько тысяч, ну, то понятно, Мгм. что он там верит в NFT больше, чем в токены, и опять же, Руслан там свой тейк говорил, что он больше сосредоточен на NFT, потому что они так не укатываются, как токены. Мгм. Окей, и можем, знаете, к какой теме перейти? От абстракта чуть отойдем нашего. Там у нас лаунчился, было ТГЕ Монада, залистился он, начали щитки торговаться. В принципе, Монад так на шарте неплохо так всех побрил, пошел вверх, сейл, в принципе, неплохо вышел, более-менее. Но щитки вообще, конечно, просто полный провал какой-то Монада. У нас этот главный их чок, который аналог нашего Апстера в абстракте, торгуется ниже Апстера, хотя там самый хайп должен быть сейчас в Монаде. Что вообще, ваше мнение по Монаду, по щиткам Монада? Как вы к этому относитесь, что произошло? Да, произошла единственная всего лишь проблема, которая я вообще не понимаю, как могла произойти, которая как могла случиться вообще. Потому что у них проблема с ликвидностью. У них ликвидность меньше в 2, а то и в 3 раза на запуске токенов, ну, чем если сравнивать с абстракте или других чейнов. То есть, по факту, токен, у которого миллион маркеткап, и, ну, у него должно быть там хотя бы 200 тысяч ликвидности. Но на Монаде даже 100 тысяч не будет. И в итоге людям приходится, ну, там, хорошим девам, они сами загружают ликвидность дополнительно. Вот. А остальные, ну, я не знаю, что делают. Просто живут с тем, что у них по факту одна продажа там 5% сапплая может сложить напополам весь график из-за того, что ликвидности нет. Мгм. Синет, что ты добавить можешь тут? Ну да, они, знаешь, не стали пушить, у них очень много денег, они могли бы разогреть в начале как бы экосистему свою, но они, видимо, решили какую-то другую стратегию выбрать, поэтому да. А люди, ну блин, люди сейчас так бедные, многие, вот, поэтому это видно, что не могут разогнать на комьюнити даже какой-то токен хотя бы, учитывая, что там очень, да, реально, ну, стакан ликвидности крайне пуст, да, то, что там у токена, у них самого топового, я видел там 8 миллионов маркеткапа, и в ликвидности лежит что-то там $100 тысяч в Монаде. Ну, это вообще, типа, очень мало. Ну и, по сути, что может быть с такой активностью, да, в этой сети? Ну, а как вы вообще думаете, будет разгоняться как-то экосистема Монада, то есть NFT-шки, токены, или оно просто вот как и не родилось, условно, так и умрет быстренько? Не знаю, мне Ну, это кажется, всё что же- в любом случае будет. У них очень много проектов еще, которые не вышли, и токенов, и, в принципе, IP у них как будто сильные. Ну, вот именно те, которые еще на тестнете у них запущены. И вот те же скрумперсы, они вот недавно, вчера, по-моему, заревелились.
плюс-минус в это же время, вот как мы разговариваем, то есть сутки назад. И вот я просмотрел, как они выглядят, их трейты. Это просто пиксельная коллекция, но по факту она сразу меня не зацепила, но по факту она мне очень понравилась. То есть сделано качественно, сделано очень красиво. Supply 3333, ну, как бы это адекватный supply для меня, ну, в моем понимании. Это не 10 тысяч, там, не 7 тысяч, как на абстракте любят запускать. Вот. И в целом там еще много коллекций, которые выходят. Они еще и токен потом, когда выйдет, будут раздавать на холдерам NFT-коллекции, что тоже круто. Синет, ты что думаешь? Ну, я думаю, им время надо разогнаться. Ну, денег у них огромное количество. У них же, по сути, $500 миллиарда, да? Они могут подпитывать свою экосистему годами. Да, просто зависит от того, насколько там команда жадная. Вот. Но я думаю, что-то да, они разгонят. Может быть, это будет, знаешь, не токен, а какому-то проекту они помогут сделать очень успешное ТГЕ, как это было на Суи, там какой-то проект Valorus, если не ошибаюсь, да, выходил, например, DEX, очень успешно вышел, раздал огромное количество денег людям, сразу сразу активность в сеть полилась за счет этого, то, наверное, это один из лучших способов, да, запушить какой-то проект, сделать успешное ТГЕ внутри, и тогда люди, да, там, полетят и будут активничать. Потянутся, да. Хорошо, ребята, мне нужен финсовет. Я засажен в чок. Засажен в чок. Что мне делать? Халдить, не халдить? Халдить. Нужен финсовет. Ну, я ничего не покупал, я даже, не знаю, там, не регистрировал аккаунт, ничего не делал, вот, поэтому не могу подсказать. Ник, твой финсовет. Не, я думаю, что халдить, потому что в скором времени инвест может сделать стратегию на чок, например. Ну, хорошо, я жду тогда от инвестора стратегию на чок, на это тогда будет расчет весь. Окей, по Монаду, в принципе, все. Мое мнение, я надеюсь, не знаю, это будет провал для Монады, если ничего не раскачается, мое мнение. Ну, то есть, допустим, даже той же Плазмы, да, когда она выходила, там был Триллионс, 40 лямов, у Берачина были свои там раннеры и так далее. Но просто рынок, да, рынок другой, но все равно у Монады есть деньги, им надо что-то делать, если нет, то, ну, как бы экосистема просто умрет, так и не начавшись, скажем так. Посмотрим, будем наблюдать. У нас другая новость. У нас Камбрия вышла доки. Скоро сезон стартует. Я знаю, что у нас есть специалист по Камбрии среди нас. Это не крипто, передаю ему слово. Да, Синет, я думаю, тоже спец. Тоже Синет играет в Камбрии? Ну, доки он точно читал. Я думаю, изучал. Вот. На самом деле, довольно-таки классные доки вышли, прикольные обновления. Но в целом, как бы именно по своей сути ничего не поменялось же. Вот, ввели там новые чартеры, которые будут дороже, чтобы ты там гильдию мог создать. Ну, опять же, если у тебя есть фаундер, то ты можешь это до сих пор бесплатно сделать. Вот, дополнительные бусты там, если у вас чартер там подороже, то есть вход в игру именно. И в целом там дополнительные подземелья, куда могут только 2 человека зайти с крутыми наградами и сложным боссом. Ну, много всего интересного. Что самое интересное, я смотрел видео по Камбрии, там кто-то говорил, что всего лишь один сервер будет. Они сделают один очень крупный и мощный сервер, и не будет у нас вот этого вот прыготни по серверам. У нас все игроки будут на одном, следовательно, геймплей может очень поменяться. Это вроде не актуально уже. Вроде все-таки они... ну... Да, вроде они не додумались, как сделать, короче, на одном сервере все. Ну, это бы было мясо, ребята, как бы, столько же бы не было мобов. Не, ну карты бы больше сделали просто. Там будут наоборот, если ты видел эти донатные сервера, как это называется, для людей, ну там, по чартерам, понял, разделение? Ну, если, типа, у тебя крутой чартер, у вас будут отдельные там, да, но ты можешь зайти на чартер, короче, более низкого уровня, на сервак, да, но у тебя как бы будут, короче, такие элитные сервера. Прикольно. Да. Ну, короче, нужно элитный чартер брать. Вы играть будете в Камбрию? Конечно. Да, я тоже, но я пока думаю, что вообще делать, потому что ты видел, наверное, да, какой там мультиплеер, вот этот есть максимальный, да, если у тебя там куча земель, куча фаундеров, плюс ты покупаешь максимальный этот. Можно купить еще, как это называется, за 0.2 самый жесткий пас, и у тебя будет доступ к Arcane Research. Это тебе дает возможность скачать 3 ветки сразу. Короче, получается, мили, лук и магию, да. И топ-игроки, они будут, по сути, класть 1 эфир вот на энергию, там можно накупить, типа, 1000 Energy орбов, короче, сделать себе 100 миллионов энергии, у тебя будет 12x буст на то, чтобы... скиллов, да, прокачки скиллов. Или... Да, это нужно конкретно вот под этот Arcane Research, потому что как работает? Ты вкачиваешь себе мили ветку, потом ты сбрасываешь все скиллы себе до нуля,
вот, и тебе дается престиж, вот, и ты, короче, вот опять качаешься, да, тебе дают поинты престижа, вот, и, короче, это нужно для тех, кто хочет себе там, знаешь, в первый день вкачать себе все скиллы абсолютно, вот, и чувствовать себя очень хорошо. Вот, и будет сложно против таких просто играть. Поэтому я думаю, может быть, я там сделаю себе, ну, буду просто рыбачить там или чем-то таким заниматься, подумаю. Потому что очень сложно Ну будет да, конкурировать я против тоже людей, так кто думаю. там вкинет просто там, не знаю, 3000 баксов на скиллы, там у кого будет огромный мультиплеер. Ну, такому человеку будет сложно окупиться в том числе, на Да, самом-то деле. да, но вот смотри, например, Шаз, топ-1 игрок в соло, он за прошлый сезон, получается, вынес 16 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, да, то что для него стоит вкинуть 3000, если он будет 100% там в топ-10, например. Вот, потому что он будет гриндить по 18 часов в день. Ну, блин, ну Вот. это сидеть Ну надо да. столько, конечно, Да. играть. Ну, это А что риск-то, такое? да, ты рискуешь. Рыбачить сильно, вкладываешь. это ж ты особо ничего не заработаешь, скажем так, да, с Нет, рыбалки? как раз-таки Так, а с рыбалки почему? ты не особо заработаешь Royal Favor, ну, по Да. факту, но Royal Favor тебе нужен по факту только на токен. То есть, если у тебя нет цели заработать как можно больше токена на ТГЕ, и ты условно там не веришь в хорошее ТГЕ там с оценкой, ну вот я, например, вижу на нормальном рынке 200 миллионов плюс. Хотя они, когда делают расчеты и в конце сезона тебя пишут, они оценивают по 50 миллионов ФДВ. Вот. И по факту, ну, то есть там могут получиться очень вкусные награды на ТГЕ, но понятно, что будет вестинг, понятно, что много полетит в стакан и так далее и тому подобное. Если ты хочешь здесь сейчас заработать деньги, то самый выгодный способ – это, конечно же, рыбачить, еще желательно на нескольких аккаунтах, еще желательно какой-нибудь софт под это, чтобы ты, когда спал, у тебя рыбачило условно. Но это все, конечно, идеальная картина, идеальный расклад всего. Вот. Ну и за рыбалку ты получаешь серебро, за рыбу ты ее сразу же продаешь. Это самый ценный ресурс по факту в игре, потому что он дает хил. И ну, рыбаки, они даже не дожидаются по факту конца сезона, чтобы свое серебро сконвертировать. Они просто продают рыбу, получают серебро, и потом миллион серебра там за $20 продают. А миллион серебра они очень быстро зарабатывают. Да, и смотри, серебро, оно очень ценное в начале, да, его же цена падает, по мере инфляции очень падает, так ты, ну, там даже люди, не имея 10 аккаунтов, они в день, в первые дни, они зарабатывали больше $100 в день, да, потому что серебро очень дорогое, всем же нужна броня, всем нужна рыба, ну, некоторые люди готовы, ну, выкупают серебро, чтобы как минимум максимально круто Быстрее экипироваться. прокачаться. Да, и оно очень Да. дорогое в первые дни. А ты же, по сути, ничем не рискуешь, рыбача, да, ты минимальные, по сути, у тебя там вложения. И поэтому ты его можешь продавать вот в первые дни на OTC. Да, это ж, и все, ты будешь зарабатывать, ну, очень достаточно. Если ты еще сумеешь руками организовать себе там 5 аккаунтов и будешь успешно доносить все до банка, да, чтобы оно у тебя, короче, тебя не убили, вот, то ты можешь там, может, и $200 в день или больше даже зарабатывать. Если у тебя несколько аккаунтов и софт, ты можешь $1000 в день делать. Да. И там вроде были такие истории со второго сезона, кто 1000 в первый день заработал. Слушайте, вы меня заинтересовали. Честно, вот играть я решил, этот сезон я не буду играть, потому что прошлый сезон я играл там 4-5 часов в день, и оно просто не окупает, действительно, если просто играть, ну, потратить мое время никак, ну, деньгами. А вот там, знаете, поставить рыбачка, дурачка такого, под рыбалку, продавать, вот это вот мне уже поинтереснее стало. Возможно, я задумаюсь. Кстати, еще прошла информация, написал Бенз, что будет Abstract Beige. Не знаю, они все за это говорят, и Хронофорд Шамкат рассказал про Abstract Beige, и еще кто-то там. Не, ну я думаю, что это легит, потому что по факту, как мы знаем, Камбрия привносит кучу новых людей, куча просмотров стримерам, активности на чейне, поэтому я уверен, что они в этот раз сделают его. А, кстати, теперь уже не будет вот такого, как раньше, вот когда ты стримил Камбрию ник, и ты получил хорошо за то, что ты стримил, или, ну, такое еще... Нет, я думаю, что до сих пор будет, у них больше стримеров просто стало, они выбрали топ-10 для того, чтобы посадить клиперов там своих к ним, грубо говоря, которые на постоянке будут клипать их материал. Вот, а другим просто остается стримить, писать посты в Твиттере, и за это также получить награды. Угу. То есть также можно будет получить что-то. Да. Это можно поменьше, рыбачить, чем эти писать свою статистику, знаешь, поэтому, как ты там модерируешь там свои 4 аккаунта, рыбачишь, продаешь свой профит, у тебя посты будут набирать просмотры, и еще креатор ревард заработаешь. Ну Это да. вообще нормально. Вот это мне больше нравится. Окей, про Камбрию, в принципе, поговорили. А когда стартует сезон, скажите?
4 декабря. Ну, завтра уже плейтест, 4 декабря уже стартует сам сезон. Возможно, чуть-чуть принесут, как обычно. Да, единственное, что еще про рыбалку, то, что там будет сложнее, чем в начале, например, второго сезона, да, потому что они под середину сезона ж выкатили, если ты АФК стоишь, вокруг тебя могут заспавниться бандиты и начать тебя убивать, и они очень быстро тебя убивают. Поэтому это все надо вручную наблюдать, смотреть за этим, да, и быстро Чтобы убегать, бандиты если не бандиты спавнились, заспавнились, да. Окей, Ну, окей. либо с экипировкой ходить и этих бандитов гасить. Да, либо так. Но экипировку придется терять постоянно, когда Да, убивают. и тебя будут гасить другие просто, да. Но там, я помню, рыбаки, да, с телепортами все время стояли рядом. Вот я Да. помню. Но когда тебя бьют эти чуваки, телепорт не поможет. Да. это Да, там тоже- просто понял, да, некоторые, ну, вообще там же была зона, там тоже ж зависит от того, в какой ты зоне, качество рыбы, да, поэтому там многие рыбачили на болотах, а там очень близко был спавн, и ты там мог, даже если тебя начинают убивать, ты же можешь просто добежать домой. Очень часто получалось убегать. Ну да. Окей, я еще затронул такую тему, когда сказал про Chronoforge Bage. Вспомнил, надо поговорить про Chronoforge. Что вы думаете? У них, короче, там есть, да, беда что с провайдером, что у них не хватает финансов. Как вы думаете, это уже все, хана Chronoforge? Или есть шансы, что они как-то вырулят? Все-таки проект наш родной, на абстракте. Как вы, ваше мнение? Ну, я вчера с Синетом как раз на этот счет разговаривал. Он сказал 99%, что проект закроют. Синет, расскажи свое мнение. Ну смотри, получается, есть же Грейл, да, самый богатый криптоинвестор в игры, да, такой, и он конкретно инвестор в Chronoforge. И вот он как раз написал, что сложное моральное решение, когда ты знаешь, что проект закроется, да, но ты как бы должен выбрать, будешь ли ты стаканить на инсайдерской информации или нет. И он принял решение, что не будет. Но да, и потом мы буквально через пару дней видим новость от Chronoforge, да, и после этой новости уже, когда все публично, он начинает просто продавать все, что у него есть, уже за копейки. Хотя, да, у него, например, там 20%, если я не ошибаюсь, от всех земель. Земель всего, например, 500. А земли стоили очень дорого. Да, земли стоили очень дорого. А у него этих земель 100, представь. Там земли в пике, они же еще пик был даже не в этом году, а еще в 22-м каком-то. Вот, и у него как бы его сумка Chronoforge оценивалась, наверное, в пике в кучу миллионов долларов. Да, и если даже он продает сейчас за копейки, что для него там продавать адвенчера за $30? Ну, для него $30, если у него там суммарные инвестиции в игровые проекты, там, наверное, больше 100 миллионов долларов. Да, это для него даже, ну, просто пыль. И даже если он это продает, и вот такой пост писал, то, вероятнее всего, у него есть какая-то информация, что проект 100% закроется, потому что такие копейки продавать ему, ну, это бесполезно просто, знаешь, это, ну, это вообще, это как нам стаканить что-то на 20 центов. Или на 10. Вот, но если, видишь, их могут спасти, если кто-то вмешается там, если, может, абстракт их выкупит, кто-то им даст денег, вот. Ой, ну, по сути, такая... Но он в это не верит. А я, выкупил, ребята, вы меня сейчас разочаровываете. Я надеялся, что есть маленький шанс. Я по $25 решил $50 рискнуть, 2 NFT-шки взял. Мало ли их кто-то выкупит. Я как бы понимаю, что, скорее всего, им пиздец. Но подумал, мало ли. Не знаю. Ну вы, короче, у вас веры вообще 0 уже, получается. Ну ты уже колил, мы видели в своем чате. Ребята, идите откупайте героев. Я уже в чате, там люди унижают после ваших рассказов. Ну, знаешь, как бы проект реально выглядит интересно, да, те, кто играли там, у меня знакомые, им как бы нравится относительно других криптопроектов, но просто, видишь, сейчас настолько скептически все относятся к игровым проектам, что если бы это было там пару лет назад, то их бы они без проблем бы финансирование нашли. А сейчас, ну, это разве что, если, знаешь, там, ну, вот тут такой проект, который обнулился на абстракте, и если абстракт захочет, как бы, там, я не знаю, как это вмешаться, непонятно, сколько им денег еще надо, знаешь. Одно дело, если бы они сжигали $100 тысяч в месяц, то, ну, абстракт мог бы выделить хотя бы, чтобы, там, не знаю, посмотреть, как первый сезон пройдет реальный, а не вот этот тестнет. Да, а непонятно, сколько они сжигают. Может, они очень много сжигали денег, потому что, например, Pirate Nation, он сжигал $300 тысяч в месяц, да. Непонятно, сколько там людей работает, сколько все стоит. Вот. Ой, думаю, чего-то, что для абстракта, если честно, это дорого выделять все равно на Chronoforge. Это если кто-то бы действительно из-за мне как-то, из-за того, что у них игра готовая, ну, почти готовая, ладно, есть.
как бы заинтересовался. Ну, посмотрим, не знаю, я не буду продавать, я взял на $50, мало ли. Ну, сгорят так эти $50, так сгорят. Я решил такую ставочку сделать, скажем так, на Chronoforge игру. Как бы цена уже вообще минимальная, ну, там, ниже только скам полноценный уже. Посмотрим. Окей, давайте еще обсудим вот... Оно не попало в запись, мы начали, давайте, чтобы оно было в записи. Вышли сегодня у нас боксы от пингвинов, мистери-боксы на Черную пятницу. Что вы о них думаете? Они стоят $100 в абстракте, через Дули, там их можно продавать. Ваше мнение, Синет, Ник, будете ли брать? Давай посмотрим, сколько взяли уже. Вот меня это интересует. Вот. Мне пошарить экран? Ну, можешь, в принципе, но я сейчас... Уже взяли 324. 324, вот цели. Ну, неплохо, нужно под конец просто смотреть. Но мне кажется, что могут быть с окупом бокса-то. Я взял один на всякий случай. Почему? Ну, один взять стоит под бейдж, например. Да. Вы думаете, может быть, бейдж? Ну, я думаю, нет, что может быть даже не бейдж, может быть даже этот, как его? СБТ-шка на абстракте, да. А вот что там рассказывают, да, СБТ, может быть, пишут в чате. Там уже инфа, может, прошла какая-то, что СБТ будет. Если СБТ будет, я первый минчу. Только интересно, как СБТ, знаешь, вот, например, у меня пингвины, они на, ну, точнее, у меня мой маленький пингвин, он на, как бы, на эфире, да, а я, как бы, с абстракт кошелька. Вообще не проблема. Почему? Потому что сейчас же абстракт, ну, мы можем потом обсудить, это как раз тоже тема будет, что SBT BG, а можем и сейчас перейти. SBT да, BG можем сейчас, да. Некоторые в абстракт, и как раз вот Pengu Clash, который, там не нужен вообще пингвин, то есть это чистая SBT-шка. Играешь 2 игры в эти Pengu Clash и SBT от пингвинов, не нужен тебе Лилпаджи и пингвин, она приходит тебе в абстракте. То есть это Луканет сделал на своем... То же самое было у нас и на предыдущей игре от пингвинов, которая Паджи-Пати. Ты регался в предварительной регистрации, указывал свой EVM-кошелек, и даже если у тебя нет пингвина, тебе СБТ-шка приходила. Да, и я думаю, это тоже, это что же можно покупать, этот Mystery Box без разницы, есть у тебя пингвин, нет пингвина. Как бы все его могут СБТ-шку ты можешь получить, да, а потом в дальнейшем, возможно, пенгу дроп за СБТ, может быть, еще что-то. Ну, не пенгу дроп, я посмотрел на АБС дроп больше, особенно за те СБТ, которые здесь в абстракте. Я думаю, вот это ближе к абстракт дропу. А как пенгу раздавать? Уже пенгу невозможно раздать, там же только на команду ставится. И все. Ну, так что я так думаю, тогда давайте, хорошо, вы меня купили. Вы меня, и чат меня купил про СБТ, вот это рассказом. Я возьму один, пусть лежит, мало ли. Так, если это для вас большой бюджет $100, конечно, игра не стоит свеч, ребят, нет смысла. Если для вас это небольшие деньги, которые можно просто рискнуть, ну, пусть будет SBT Badge, там, потом вы его продадите, этот бокс, или там что-то себе заберете, может, там что-то выпадет, какая-то игрушка пингвинов. Кстати, у нас был еще релиз игрушек с бербриками. Кто-то из вас брал их в итоге? Я не взял просто. Нет. Я взял. Ну, у меня не было даже этого. У меня Вейл был, нам открыли окно отдельное после. Ну и сколько он вышел, получается, у тебя? 350. 350 еще плюс растаможка, да, будет, я так понимаю? Не, просто 350. Но у меня он когда приходил... У меня он приходил, когда в Германию, то у меня еще потом посчитали на почте 80 евро растаможки. Так что может быть такое еще. Да. Ну, посмотрим. Окей, что у нас еще? Так, что еще хотел обсудить из такого нового? У нас сегодня выходила фейковая новость, видели, не видели, про OpenSea, что сейл на Coinbase. Все быстро побежали на полимаркет, разъебывать этот стакан, и в итоге оказалось фейком. Но это было бы сильно, если по 3 миллиарда действительно будет сейл по OpenSea. Новая мета, да, такая у нас с полимаркетом, действительно, вот сейчас все, и ликвидность там хорошая, то есть любая новость сразу через полимаркет отыгрывается, и, ну, как будто смарт, да, вот так поле, и, ну, там есть какие-то нюансы, я сегодня вот чуть ставочку сделал, но там в процентах совсем мало заработал на этом, на 3 миллиарда, потом обратно на нет, когда сказали, что фейк, и туда-сюда чуть-чуть подзаработал, ну, копеечку. Вы следите так полимаркетом? Ну, периодически захожу, но я еще пока не активный юзер, скажем так.
Неактивный юзер. Окей, давайте больше, в принципе, по новостям недели еще чуть там в конце спрошу у вас, что мы ждем. Хотелось бы послушать, у нас все-таки специальный гость, именно мнение по Синета. Синет, расскажи, пожалуйста, вот какие еще ты проекты, кроме абстракта, следишь за ними, отрабатываешь их, что тебе еще больше нравится в крипте, какие проекты, помимо абстракта? Да, вообще, если честно, никакие, знаешь, меня там много куда звали, там, в тот же Лайтер, но я просто в абстракте сидел, вот, поэтому я, по сути, во всех проектах внутри абстракта, там, знаешь, Гигаверс, там, Камбрия и т.д. и т.п. У Ника Вот. еще... Сейчас у Ника там девушка подошла, а к вам будет четвертый человек у нас. Да, ладно, все, извини, если я перебил. Да, ну вообще бейс интересный, там, знаешь, бывают такие вообще истории, про которые никто нигде не пишет, очень интересные, да, я там, помню, играл в игрушку, просто поиграл 3 дня, мне дали airdrop, там, $3500 просто за пару дней игры, и про это нигде не писали. Поэтому, ну, я так немного активен там, знаешь, но так, минимально, просто смотрю за новыми проектами, там, и т.д. и т.п., потому что на бейсе реально часто рождается что-то очень интересное. Вот. То есть так обычно ты 90% условно чисто абстракт, правильно? Да. Что Ну, тебе... проекты внутри абстракта. А какие проекты внутри абстракта именно тебе больше всего нравятся, за которыми ты следишь, более-менее на которых можно в теории будет заработать и так далее? Я знаю, что ты так стронгхолдер там, да, некоторых проектов. Там, да, я, в принципе, ничего не продавал, да, что покупал еще давно. Ну, вот Gigaverse, да, вообще крутой проект. Они, по сути, очень много денег заработали, да, и, в принципе, там, ну, живое активное комьюнити, там активно продают, активно покупают на гигамаркете. Можно продавать вещи даже сейчас, если хочешь, да, но я просто вбахал свои вещи в эти яйца, посмотрим, что это будет. Вот, да, поэтому, ну, вот в Gigaverse у меня нормально, да, там Relic Set есть вот этот за $2000, вот. Сейчас он, может, дороже стоит, я не знаю, потому что я покупал, когда эфир был дешевле. Короче, вот, да, в Руи у меня много, у меня 51 Руи, 51, да, Руи NFT, вот. Просто интересная, знаешь, игра в том плане то, что, как сказать, они хотят, чтобы в нее можно было играть постоянно, без вложений, поэтому, учитывая, что на абстракте, скажем так, проблема с играми, в которые можно играть именно постоянно, потому что, ну, очень хай, это вообще игра, в которую ты играешь 2 минуты в день, Gigaverse там, ну, поставил Fireball, да, и все, типа, если это не какой-то ивент, ну, все, там, ну, Moody Madness есть, и то можно AI-ассистентов юзать, и все. Вот, поэтому, да, Камбрия сезонная игра, вот она сейчас проведет сезон и закроется, вот, и стримерам, по сути, даже тут нечего стримить, вот, ну, в принципе, прикольная игра, да, True, там, никто же играл, вот, поэтому, мне кажется, если, да, они будут фиксить все баги, там, прислушиваться к сообществу, там, фаундерши хорошие, то у них есть шанс стать такой, знаешь, самой активной игрой, которую люди могут там ежедневно стримить, играть, плюс у них тоже будет маркет, как Gigaverse. Поэтому люди, если там будет активная фан-база, то там тоже можно будет заработать на том, что ты будешь что-то там продавать, да, на этом. А по поводу токена я ничего не знаю, да, будет, не будет, вот. Ну, просто мне проект нравится, и фаундерша крутая, вот, поэтому у меня там очень много NFT. То есть у тебя основные два проекта абстракта, которые ты у себя выделяешь, это Gigaverse и Rui, правильно? Да. А помимо коина, что думаешь? Это мой Какие у тебя сумки? Да. Ну, вот я Апстер купил на 1000, когда там 3 дня назад. Вот, ну, Апстер, Эцба, знаешь, тут все базовый дефолт. Да, ну и крутой еще Абориан, если его пушить будут, то я его не покупал, у меня только вот тогда NFT есть, которую airdropали. Ну, блин, типа, единственный декс качественный, да, то почему нет? Поэтому, наверное, типа, Апстер, Эцба, ну, и Абориан, которого у меня нет, вот, но он тоже крутой. Ну, в Абориан как будто еще и абстракт может свои деньги залить, чтобы... Да. Да, потому что, ну, по сути, если на абстракте будут выходить какие-то токены, то, ну, там, я не знаю, будут какие-то, наверное, пулы, там, и т.д. и т.п. Там, что ты думаешь насчет биткоина? Биткоина, ну, я не знаю, там просто очень много у людей майнеров, там больше 1000 блэквеллов. Да. Как это можно... Но они уже с халвингом вообще почти не майнят. Ты же знаешь, 7 бигов в день, если не ошибаюсь. Да. Вот, но все равно, знаешь... центов, то есть это $2 в день Blackwell, прикинь, который кто-то покупал за $10 000, не будем показывать пальцем. Да, и, ну, все равно, знаешь, это сколько, один биг 30 центов, да, сейчас стоит, а дают тебе сколько токенов? 7? $2, да, в день? Получается, 2. Не знаю, биг, ну, просто как его возродить? Ну, зачем людям его покупать? Это же, по сути, ну, знаешь, такая прям самая банальная пирамида, где нужен очень большой поток людей,
да, людям гораздо, как бы, я не знаю, понятнее купить какой-то там Абориан, наверное, да, потому что большинство уже сталкивались с DeFi протоколами, ну, это вообще ж база, вот, чем в какую-то игрушку, которая, ну, просто, ну, это, знаешь, выглядит несерьезно для, там, 90% криптоаудитории, да, а объективно пампить биг, для пампа бига нужны огромные суммы, ну, нужны там сотни Там тысяч, еще, если не миллионы долларов, да. Синет, извиняюсь, куда валюсь, там, в принципе, можно, знаешь, как запампить, то, что они говорили, то, что будут лаунчить токены через биг. То есть, условно, теперь майнеры будут майнить и другие токены там и так далее. Просто непонятно, реализуют они в итоге это или нет. Это если при желании абстракт команды, чтобы выделять какие-то токены туда. А так, да, я с тобой, в принципе, согласен, что тяжело будет это сделать. Да, но Но это они еще сейчас в поиске проекта, да, я общался. да, но еще ж токен должен быть успешный. Условно, Да. смотри, есть 1000 Блэквеллов, и если они будут майнить, ну, токены, какая должна быть капитализация Да. проекта, и сколько они должны суплая выделить именно на биг, например, а не на свою аудиторию, да, зачем проекту выделять как бы суплай на биг, какая-то поддержка для проекта будет, ну, что это, какой профит даст, если все майнеры будут просто стаканить этот токен, да, вот. Гораздо выгоднее, например, любому проекту, который выйдет на абстракт, эти токены как бы просто выделить своему комьюнити, сделать успешное ТГЕ, и все. Зачем их отдавать бигу? Да, плюс если они даже отдадут ему бигу, должна быть очень высокая капитализация проекта, чтобы эти токены реально что-то стоили, а не там, ну, 10 центов токен, там, который будет тебе один в день даже капать. Вот, это должен быть проект с очень сильной капитализацией. Как минимум, чтобы капитализация была как у Бига, ну, чтобы это повлекло за собой покупку майнеров тех же. Ну да, и как минимум. Но у Бига есть проблема, точнее, ну и проблема и плюс. У нас Биг постоянно сжигается при покупке майнеров, да, и по факту мы сейчас пришли к тому, что даже Блэкфеллы майнят копейки, и через месяц там еще будет один халвинг, они будут еще меньше майнить, и по факту у нас в какой-то момент сжигаться будет больше, чем майниться. И в такой момент, в принципе, как будто бы есть смысл, ну, в перспективе Бига, если у них действительно реализуется вот эта вот модель мерч-майнинга, что Блэкфеллы в первую очередь будут майнить условно выбранные там монеты, и они должны быть успешными, очевидно, да. С капитализацией там по 5, по 10 миллионов, и тогда уже, если выделено хотя бы там 10-15% на биг, то это будут значительные суммы для людей, которые майнят, я думаю. Ну, то есть это будет куда значительнее, чем стоимость бига. Вот. Да, я согласен. На майнинговом. Вот, но просто у Абориана есть точно такая же программа, да, там, как это, которую они выпускали, вот, и ты знаешь, проекту надо будет выбрать, а кому дать, Абориану или Бигу, или всем, да, но тогда они дадут мало, вот, поэтому, да, ну, можно следить, да, там, вот, но просто очень много людей, знаешь, засажены, многие покупали свои майнеры подороже, и будет такое, знаешь, большое сопротивление, что люди захотят вернуть свои деньги, даже если будет памп, и они будут, ну, очень жестко давить на стакан. Да, понятное дело, что там будет меньше, как бы, ну, будет как-то халвинг, меньше будут давать токенов, но все же, если цена увеличится, то это будут и более высокие суммы, да, которые будут такое. Ну, я лично в биг не верю, вот, знаешь, для меня это вообще капец. Имеет место быть вполне. Это получается, смотри, в токены особо ты не сильно держишь, да, как мы понимаем, больше NFT. Да. Насколько я знаю... Не, ну как не сильно. В пике, я думаю, это было очень много. В той же Рецбе, там в год, ну и в других токенах. Ну это в пике. Думаю, там было больше 100 тысяч долларов, наверное, да, у тебя? Нет, там в пике было 40 тысяч долларов, сейчас это 4. Ну вот так упало, капец, да, точно, у нас же все это упало, и Рецбе, и то... Да, но я их не покупал, да, на эти деньги, по сути, вот я сколько оно сейчас стоит, я его, ну, даже, может, чуть дешевле и купил. Вот, поэтому, в принципе, потеря... Наверное, основная потеря, которая есть, это, знаешь, была на Monsters Fun, потому что такой откровенный рак. Да, я покупал NFT по $1000, сейчас они стоят 100. Вот, ну и там... ты много брал их? Да. Я брал 5 штук. 5 штук, и все, оно, конечно... Да, и я покупал токен там вначале, у меня что-то было с транзакцией, я херово купил, короче, и там же они потом укатались, вот, да. Я на 2000 купил, сейчас стоит они, ну, кстати, не так сильно, но там $800 вроде бы. Вот, и что еще? Ну, ОЧХ, да, я туда там нормально так засажен, вот, короче, ну, ждем ОЧХ World, тут этот интересно, что будет, знаешь, тут, но опять же, нужна активность, нужны много новых пользователей, вот, будем смотреть. Тут чтобы было кого там выходить. Да, правильно. А что ты вообще сам вот думаешь, есть ли будущее ончейн Heroes или уже хана, как вот твое мнение?
Ну, ОЧХ World идея прикольная, да, там, ну, фаундер наконец-то осознал проблему того, что как бы если у игры высокий порог входа, ее практически невозможно развивать, особенно когда, скажем, ликвидности не очень много. Причем это не проблема абстракта, да, например, там, ну, можно мне хоть одну игру назвать, там, на бейсе, которая имеет такую активность, как Gigaverse, да, где такая же там эффективная экономика, там люди торгуются, да, и т.д. и т.п. Вот, поэтому это, в принципе, проблема гейминга, то, что он мертвый. Вот. И он как бы хочет, чтобы ЧХ World был для всех, чтобы наконец-то все смогли играть. Для этого не надо было покупать на $1 миллион оружия, брони, всего. И, знаешь, будет просто очень много режимов. Типа это будет как такой хаб из огромного количества режимов, где люди смогут играть, и типа при этом будет вариант и заработать у всех. Посмотрим, как он реализует, потому что это же, по сути, все такие сложные эти математические модели, да, чтобы это все было там sustainable. Вот, поэтому посмотрим, как оно будет. Но вообще вроде вообще круто. Вот перспективы на их сейчас NFT, вот если смотреть по флору, там герои копейки стоят. Я видел кольца, которые когда-то больше $10 тысяч, там, по-моему, $14 тысяч в пике кольца уходили, сейчас в битку по 400 льют. То есть, $400, да. Что ты думаешь? Вот сейчас самое время докупить или все-таки есть шанс обжечься? Ну, я купил себе 5 героев только, знаешь, и там словил, когда кто-то продавал по, там, сколько это, по $400 2 легендарных оружия, вот, потому что, ну, это как будто дешево очень. Ну, и там люди реально больше как будто и не продают. Знаешь, там только если будет разочарование в ОЧХ World, что если будет прям шлак, то тогда, ну, понятно, там смерть проекта, люди просто уничтожат флор. Вот. Но по идее, да, ты же представь, последний сезон уже был 4 месяца назад, если я не ошибаюсь. Вот, они долго делали. До сих пор уже не проливают, да? Да, они очень долго делали, и вот он говорил, что, получается, ранний запуск вот будет в декабре. Как раз таки, ну, заценим, что там. Вот, честно, я покупал, вот, я вот 5 героев купил, типа, и 2 оружия, да, даже просто, чтобы усредниться, помнишь же, какие цены были. Вот, ну и мне просто игра сама нравится, знаешь, я рыбачу, и мне было прикольно играть во второй сезон, прикольно, да, все было, хоть и, как бы, знаешь, не особо много активности. Да, и, типа, рыбалка, в принципе, прикольно. То, что он же сказал, основная проблема была в том, что игра была Unchained. Когда игра Unchained, ее крайне тяжело, ну, полностью, ее очень сложно разрабатывать. Они, по сути, они ее переписали в большей части под Offchain, чтобы, как бы, завозить, короче, все апдейты были очень быстрыми, все было легко. Поэтому, знаешь, даже если будут баги, типа в OCH World, их будут быстро фиксить. Вот. Поэтому, ну, мне очень игра нравится, знаешь. У меня вот, по сути, OCH, точно, да, OCH, Giga и Rui. 3 проекта, да, за которыми слежу. Был еще Chronoforge, очень, ну, как бы, приятный был проект. Ну, был. Потому что это был такой, типа, MMORPG Fortnite, на самом деле. Знаешь, у него были шансы. По факту. Так оно и есть. Но он пошел туда, куда пошел 77 бит, к сожалению. Ну да, а у них закончились деньги, даже не успев запуститься, по сути. Да. Ну, посмотрим, может быть, кто-то их и спасет. Надеемся. Окей, тогда еще такой вопрос. Я знаю, что ты очень много XP получаешь, больше 200 тысяч. Как ты думаешь, за что больше тебе дает? Может быть, есть какие-то советы для людей, что им делать или что им холдить, чтобы получать больше XP? Ну смотри, раньше очень много давали за Monsters Fun, да, потому что это проект был в Abstract Builder in Residence Program, да, по сути инкубация, как и ОЧХ. Вот, и я думаю, что за него, в принципе, так и дают, ну, точнее, не так много, как давали, но дают, наверное, нормально застейкнутые капсулы, потому что, ну, хоть это и огромный фейл, но, наверное, абстракт какую-то вину ощущает за это, да, что люди как бы покупали за большие суммы, и они как бы хоть XP, хоть, знаешь, хоть XP награждают людей, да, потому что там вот люди, я помню, в чате писали раньше, что там за пару, ну, у них там только пару капсул было, а им давали, ну, там, 1 или 2, им давали больше 10 тысяч XP за одну штуку. Вот, и, ну, это было как раз, когда он запускался, знаешь, был пик активности. Сейчас сложно это оценить, это может кто-то купить одну капсулу, она там в битку за $100 улетает, застейкать ее и посмотреть потом, как это вообще, ну, сколько XP падает, да. Вот. Мне кажется, за Руи очень много дают сейчас, потому что я видел другие Руи челы тоже постят, что у них там по 150 тысяч XP, у кого много NFT, да, там такие, ну, которые, по сути, только Руи владеют, да, в основном. Вот, поэтому я думаю... Вот я Руи продал, у меня тоже XP сложилось, поэтому, скорее всего, да, за них действительно... Да, учитывая то, что да, ты в Руи... было 10 плюс, и мне давали там 60 тысяч стабильно, а сейчас у меня осталось 4, и мне дают уже там 40. Ну, то есть, по факту, можете посчитать.
Ну да, типа, и плюс я там высокое место в лидерборде занимаю, учитывая, что они скоро хотят дропнуть игру, наверное, абстракт, когда проект приближается к своей фазе, знаешь, такого дропа, они увеличивают XP, поэтому 100% зарую, учитывая, что у меня их дофига, ну реально много. Вот, и это Ру и Monsters Fun. Ну, в Гигаверсе я выполняю стапсы, вот эти вот золотые медали, да, каждую неделю, потому что активность упала, цены на предметы упали, и это стало гораздо дешевле, потому что я прекратил делать, там не делал Сколько пару выходит месяцев. приблизительно? Тогда вот выходит. Выходит примерно там $150, типа 120 иногда, вот в неделю. Плюс, ну, просто так получилось, что я очень много предметов был продал, как раз-таки на пике, да, сколько до этого они стоили. И в то время они там уже подешевели, я собирал инвентарь, и у меня огромное количество этих. И я, по сути, ничего не докупаю, знаешь, просто сжигаю то, что у меня есть. Вот, поэтому Мгм. мне не, вообще, ну, я как бы, знаешь, вот. И сейчас дают по 2 медали золотые за раз. Не как раньше давали одну, а потому что есть еще и Faction лидерборд, поэтому ты, получается, сразу 2 получаешь. Вот, и Ну, это куда стало еще... выгоднее. Да, и это еще, получается, в 2 раза дешевле стала медаль, потому что ты 2 получаешь. Вот, и поэтому я подумал, что пока они такие дешевые, да, я их буду получать. Вот, например, вот эта неделя, это было вообще, наверное, самая крутая. Медали стоили, ну, по сути, где-то $30, золотая медаль, 40. Потому что они добавили Faction, вот этот, как это называется, короче, вот этот новый режим с боями, да, между фракциями. Мгм. И вот эти вот faction stubs, они были бесплатные. Ты просто играешь в подземелье, и тебе их бесплатно дают. А это как раз-таки Да, были да. weekly сделки, которые самые дорогие, и стоят обычно $100. Да, вот эти weekly сделки. А они были бесплатными. Поэтому вот эта неделя самая дешевая, где-то $40 или 30 за 2 золотые медали вышли. Мгм. Вот. Мгм. Ну и рыбачу в ОЧХ, понятное дело. Там, и все. А как ты думаешь, вот ты про Monster Fun, есть шанс, что их возродят, или уже без шансов тоже? Тут зависит, мне кажется, тут идентичная ситуация, как с Хронофоржем, если их возьмут под свой контроль, потому что там абсолютно идиот-фаундер, да, который, ну, это прям ни для кого не секрет. У него даже в статусе в Твиттере написано, что он, типа, не, там, знаешь, в прошедшем режиме build Monsters Fun, типа, что он его построил, да, и он просто постит даже не про свой проект, а чел постит про Калши, когда он билдер на абстракте, в билдере на Residence Program. Ну, это просто, ну, знаешь, типа, придурок нереальный. Вот, объективно. Да, поэтому вот можно в его твиттер зайти, там про абстракт, про Monsters Fun, уже, наверное, там несколько месяцев вообще ничего нету. Он исключительно про про вот это, что там, ну, короче, про все эти Денег собрал, короче, и... Да, про prediction маркеты постит и по кайфу ему. Вот, поэтому если его под свой контроль не возьмет там абстракт, да, там, потому что Сайгер же восхищался этим проектом, что это что-то новое, там, все дела. Ну, его только вот если кто-то, вот знаешь, как заситиошит, как Биг, да, где Бурат Илон, по сути, взял проект под свое управление. Вот только если так. Но это же, опять же, это, по сути, рандом, надежда, Да. да, на то, что его просто кто-то там возьмет, кому это вообще надо. Да, и ты будешь ответственный перед 700 холдеров, перед сколько там, 700 капсул этих или сколько. Короче, у тебя будет ответственность перед 1000 холдеров, да, там, NFT токенов, вот, ну и тебе надо будет это с нуля все как-то возрождать. Ну, короче, такая перспектива. Но, знаешь, типа, ради XP, типа, пусть будут. Ну, А только что ты ради... думаешь насчет моего любимого проекта Web3 Playboys? Ну, это ж ты в чатах там. Я не знаю, как там идет билдинг. Ну, прикольный, знаешь, типа, проект идеи прикольная, с трейтами там вообще совсем. Идея крутая. Ты не Вот. холдишь их? Не, у меня есть 3 штуки. У меня было 7, но я 2 продал X2. У меня тоже 3 штуки. Или сколько там. А у тебя есть какое-то желание вот сейчас какой-то там, ну, докупить что-то в абстракте, может, какой-то токен, может, какой-то NFT, или может того, что у тебя уже есть, но больше набрать? Или Блин, нет? дофига всего хотелось бы купить, знаешь, хотелось бы купить большого паджи. Ну, Мгм. даже сейчас, типа, да, он такой недешевый, мягко говоря. Хотелось бы купить, ну, если там вот... Ну, мне комьюнити в ОЧХ нравится, честно, я купил больше оружия там, больше героев, да, но я не хочу объективно в проекты, где столько людей сидит, которые хотят выйти, да, Да. потому что все просело. Ну, хоть проект и крутой, знаешь, он может опять, короче, быть суперактивным, да. Да, хотелось бы купить больше, там, типа, в Гигаверсе NFT-шек, потому что, ну, мне игра сама по себе нравится, и как она двигается, да, и вообще подход. Ну, там же фаундер очень крутой, да, он, по сути, маркетингом заправлял в Pirate Nation, а Pirate Nation для тех, кто, ну, короче, его фармил, это было просто супер successful история. Вот. Ну, а вообще просто токенов Апстера, я бы хотел Апстера на очень много денег иметь. Вот если бы было, да, было бы очень круто.
А как вообще ты думаешь, вот все эти токены, как ты засажен, мы засажены, ник там вроде почти не засажен, слава богу, там, но много людей с чата засажены, 100%. Как ты думаешь, еще увидим ли мы новые хаи или хотя бы, ну, приблизимся к ним или нет? Вот твое мнение по абстракту. То я думаю, ну, если команда как бы не забросит абстракт, а она, скорее, не собирается, как я понимаю, да, то, конечно, увидим, да, потому что, условно, там, если новый виток людей в абстракт пойдет, да, там, если это будет, не знаю, там, от Project Quantum, да, каких-то там супер новостей, и польется новая аудитория, то они будут объективно скупать же все для XP, да, потому что они будут скупать NFT, токены. Токены — это самое простое, что ты там свапнул у себя в профиле, и все, да, и объективно они будут покупать самые большие токены. Да, если абстракт будет делать особенно какие-то ивенты на там X2 XP там, и там, ну, недели, знаешь, потому что, как я помню, это планировалось, да, но Финаш уволили. Или А это реально планировалось? Я не помню такого. Ну, вроде Фин что-то такое говорил, да, что там, ну, были, короче, ну, как бы, короче, такие онбординг news, ой, точнее, да, ивенты, короче, для новоприбывших, да, они же хотели как раз, ну, вот это же там абстракт август, потом это должно было, как это сказать, перейти в абстракт сентябрь, да, и, по сути, они же весь маркетинг свернули сейчас, его нет вообще никакого, да, потому что... Ну, коллабы есть только... Ну да, но, знаешь, типа, я имею в виду что-то такое серьезное. У нас, по сути, маркетинг-лида нет. Ну, если Логан, он маркетинг-лид, я не знаю, нет. Ну, короче, нет, знаешь. Ну, типа, да. Непонятно. Вот, поэтому, если они, знаешь, будут разворачивать какую-то программу, вот такую опять по маркетинговую жесткую, да, как они делают это с Паджи, потому что с Паджи они очень круто работают, то, ну, понятное дело, что все улетит. Да, просто вопрос, когда это будет. Да, это же может быть как, например, в декабре, в январе, так и в январе следующего года. Ну, ты веришь в точнее, это? через год. Да, ну, вполне это ну, если до сих пор не продает, то... Да. Ну, да, логично. Окей, еще вот ты сказал, как они работают с Паджи. Я так понимаю, вот ты сказал еще, что ты хочешь большого пингвина, я так понимаю, у тебя есть маленький. Как тебе вообще вот перспективы, скажем так, токена пенгу, пингвинов, вот как ты их видишь? Ну, видишь, они, получается, метят, знаешь, вообще такой там серьезный уровень, еще они там в Конгресс ходят, еще все дела, хотят IPO делать, вон у них Ванек есть, который им помогает. Да, если они, ну, свои планы реализуют, будет у них все очень хорошо, вкратце, да, поэтому было бы круто иметь большого пингвина, маленьких пингвинов. Вот. И присмотреться к сегментам, конечно же. Да, и присмотреться к сегментам, потому что, может, это будет наш главный Project Quantum. А у тебя один лил Паджи, да? Да. А что про сегментов думаешь? Вот Ник у нас, он Ник уже чуть-чуть почти похоронил их, но маленькая надежда у него живет. Как у тебя вот сегментов? Блин, ну смотри, им владеет фонд супер крутой, да, если они хоть что-то, ну, объективно, они там проектом не очень занимаются, да, Вообще так не активно. занимаются. У них там один дев, который пилит очень долго все, у них там платформы, которые куча нужно улучшений. По факту, они Да, просто непонятно, какие у них планы, знаешь, возможности у них просто там огроменные, да, вопрос в желании, что они там хотят или не хотят, да, поэтому тут же не прогадать. Проект, по сути, ну, знаешь, такой потенциально мог бы быть очень жесткий, писать фонд миллиардный, да, как бы он там мог ТГЕшнуться, там жестко выйти, рынок захватить, но, видимо, там реально один чел по приколу проект делает, знаешь, так, как сайт-проект. Но у них, получается, этот главный Мэтт, он является главой направления Web3 в Ванек, насколько я понимаю. Может быть, вообще, знаете, рекламная такая штука была от абстракта с Ванеком, как они сделали такой проект, и как-то, вот знаете, сейчас вернули маркетинг, и он как-то просто и забылся условно. Да, сейчас еще вопросики из чата. Тут пишут, я в Абориан сильно загрузился, из всего абстракта больше 500к VABX. Один человек написал, а потом Броски отвечает, а что про Скелли думаете? Captain and Company Game. Про скелетов? Вообще супер, Альфа, засаживаемся прямо сейчас всем чатом. Ну, слушайте, он за него их дофига, он их спушит, я думаю, за них получает, откровенно говоря. То есть это какого-то рода альфа? Наверное, да. Ну, так а во что? Ну, так оно и есть. Ставьте лиды, и Броски вам нальет. Понятно, что они будут стоить 0, это понятно, но экспу пока ему дают по 100 тысяч, слушайте, по-моему, самая дешевая экспа. Я не знаю. Не, ну, учитывая, сколько он денег в это вложил, я думаю, это не... Для него-то да. Да, для него-то да. В принципе. Окей, так я не помню, мы остановились на пингвинах, да? Как в итоге, что перспектива?
Да. Да что, крутая перспектива, знаешь, плюс пингвины могут разогнаться если вот абстракт объявит какую-то дату ТГЕ, знаешь, объективно это как такая, люди будут покупать пингвинов, может, думая, что там, может, на них дроп дадут, или там ради буста, если они будут, понятное дело, что там всегда NFT очень сильно разгоняются перед ТГЕ, знаешь, а потом сильно падают, поэтому, если история под флип даже, то... Да, вот мы может быть, недавно обсуждали как раз с предыдущим гостем, который приходил к нам на подкаст, он сказал такую мысль, и мне она очень даже понравилась. Руслан, привет. Он сказал следующее. Он говорит, если Lil Pudgy дали airdrop там 300, по текущим, наверное, 500 даже, наверное, да, долларов, по текущей цене надо. 550 уже, да, 550. 550, по текущим 800, ну пускай, да, $800 в Монаде получили холдеры Lil Pudgy, NFT, которые сейчас стоят там 1700. Сколько они смогут получить на дропе абстракта, который будет их чейном, условно, а не Монад, который вообще с паджиками никак не связан. Вот и все. Ну, слушайте, вот у меня вообще нет сомнений, да, почти нет сомнений по пингвинам Лил, пингвинам большим, что они будут, будет возможность их и получше продать, что цена вырастет. Много факторов, из-за чего это может быть, я уже их озвучил, наверное, не буду их сейчас повторять. У меня есть сомнения только по токену Пенгу, в который я тоже немножечко засажен, и я не зафиксил на нем там 7, 8 иксов, я уже не помню, что-то там страшное количество. И скоро я уже вернусь к моей точке входа, уже такими темпами. Когда там у меня еще 40% или 50% падения, это будет моя точка входа. Нужен финсовет. Ребята, Синет, Ник, оставляйте. Покупай PST, переливай все в PST. Если Пенгу будет расти, то ты еще больше экспов. Я взял на $1000 PST, оно еще упало. Ты тоже? Нужно время, это нужно рост Пенгу. Будет рост Пенгу, это будет больше, чем 1000. Да. Ты веришь сильно эту рост Пенгу? Ну, у меня тоже Пенгу был куплен там на дне, знаешь, когда он был, и потом он в пике там 10 иксов дал. Я его не продал, да, поэтому я тоже возвращаюсь потихонечку к своей точке входа. Вот, держимся. Я его вообще для роли покупал, вот ты знаешь, там Пенгу 1. Вот, поэтому, я больше купил чуть-чуть там на 50%, чем это роль. Вот, поэтому такие дела. Ждем, может быть, это что-то в артпазере объявят и так далее. Может быть, мало ли. Разлог еще крупный ждет нас, да? Разлог, да, но вот посмотрим, что они с этим придумают. Может, они как-то выкрутятся, что-то расскажут, что они с этих денег будут куда-то их инвестировать. Посмотрим. Окей, тогда еще вот такой вопрос. Мы с Русланом обсуждали, долго тогда мусолили. У всех было разное мнение по поводу ФДВ абстракта. Вот, мы с Ником уже высказывались. Может быть, у тебя есть свое мнение? Как вот ты думаешь, какое оно будет? Знаешь, это зависит очень от того, какую они работу проведут, да, потому что там Лука говорил, что они много напланировали, да, и тут, знаешь, вообще невозможно предугадать. Вопрос, когда, там он выйдет. Это будет через 3 месяца, через 6, через год или 2 там. Да, какие будут, рыночные обстоятельства, да, там, что вообще будет происходить. Тут столько переменных, что тут, невозможно угадать. Вот вообще. Но объективно, что видишь, Лука не хочет выходить по 3 миллиарда даже, да, потому что он говорит, это легко. Поэтому они будут делать там что-то, что обеспечит им гораздо более высокий выход. Будем смотреть, сколько это времени займет. Вот, поэтому он цели обозначил. Посмотрим, знаешь, что они будут делать, интересно просто. Окей, ребята, тогда к вопросу к чату Ника, к чату моему. Пишите вопросы, может быть, к нам, может быть, к Синету. Синет у нас все-таки гигачат, кит. Может быть, что-то вам интересное, вам хочется у него спросить. Я сейчас это все прочитаю, Ник тоже. Если что, у него пишите, у меня. Да, ребят, пишите. Как стал гигачатом, еще расскажи. Давайте. Я просто Твиттер вел очень активно, начиная вот с момента, когда я пришел в абстракт. И в моменте пытался ежедневно писать какие-то посты, и, знаешь, не ГМ, потому что мне было просто неинтересно, да, я как раз, хотел попробовать писать треды, чтобы уровень английского поднять, да, чтобы понимать вообще, что я пишу, да, не просто там, да, поэтому, как-то я к этому осознанно подходил, вот, и пытался это там, каждый день делать, вот, и просто писал треды, там, писал большие иногда треды очень, вот, и, видимо, как-то команда заметила, что я реально не занимаюсь engagement-фармингом, пишу про те проекты, в которых, знаешь, не просто я пишу про проект, там, где у меня ничего нет, у меня в каждом проекте много было, вот, поэтому я писал просто про то, что мне самому интересно. Вот, видимо, команда как-то заметила и дала просто гигачат за качественную активность. Вот.
Окей. Понял. И пока люди пишут вопросы, давайте обсудим, знаете, такую тему. Что вы ждете на следующей неделе или в ближайшем будущем? Может, есть что, на что надо обратить внимание ребятам? На Камбрию? На плейтест Камбрии, конечно же. Ну, еще Посмотрим, я что для тебя добавлю, у нас на следующей неделе уже как раз в четверг, в среду, я не помню, в пятницу стартует Art-Basel. Надо сидеть, может, там что-то интересное. Там и бириши будут, там и пингвины будут, там кто еще у нас сейчас, фуксы вроде будут, ну, из абстракта. Много разных проектов могут что-то интересное там объявить. Хотелось бы, чтобы... Главное, чтобы сегменты были. Сегменты, конечно, они у нас в сердце. Разве что. Так, про Дремилию. Вот, спрашивает вопрос от Джеймс Франко для Синета. Что думает он про Дремилию, раз она у него на Ави? Будет он их игра? Знает он что-то или нет? Вот, Синет, это к тебе. Если честно, я просто, знаешь, мне надо было какой-то PFP, да, потому что у меня не было еще на тот момент ни Lil Pudgy, да ничего не было, знаешь, такого. Ты ж не поставишь там Gigaverse ROM на аватарку. Да, вот, короче, и я просто тогда как раз минт был, Дремилио, я одну заминтил и поставил ее себе на аватарку. Я ее не продавал, да, хотя она там сколько, миллиард иксов дала, вот, потому что, ну, это просто аватарка моя, которая выглядит нормально, потому что я банально ничего, знаешь, короче, не знал, что поставить, вот. Поэтому я даже за проектом не следил. Я как в Discord зашел вот тогда еще, когда минтил, и я туда ни разу больше не посмотрел. Ну вот, вот. А скажи, а ты вот в абстракте вообще вот за это время вот иксов что-то фиксил? Или как я, везде просидел на иксах и все, и вернул, и откатилось все? Да не, принципиально сижу везде. Да, ну, типа, да, там были иксы по гигаверсу, по УЧХ иксов не было, были иксы по мемам, да, но я как-то, знаешь, типа там максимально в XP ушел, вот, и просто сижу, по сути, да, и вот у меня на следующей неделе Diamond Tier будет, не знаю, круто это или нет, вот, круто. Но, короче... Да круто, конечно, мы тут всего лишь в платиной сидим. Ты уже вот, поэтому такое, да. Ну, объективно я буду что-то фиксить, если оно там даст кучу иксов, да, там это само собой. Вот, но просто там по каждому проекту просто есть там, знаешь, свои стратегии, условно, там по Gigaverse. Это понятное дело, что если они объявят когда-то о там фарм-компании TGE, то перед TGE NFT всегда достигают своего пика, и никогда там, знаешь, стоимость NFT не оправдывает дропа, да, потому что всегда выгоднее NFT продать, да, то если такое будет, да, и объективно там, да, я там не скрываю, что просто продам Gigaverse NFT перед TGE, да, если они объявят. Вот до этого момента буду держать, потому что, знаешь, после TGE всегда все укатается, активность упадет, непонятно, что будет, ну, если, понятное дело, что Дитх может очень крутое что-то придумать, да, там, то, ну, короче, вот, ну, я вот так вот, короче, буду делать, да, по ОЧХ там я буду продавать, если будет нереальная активность на ОЧХ World, я продал бы, да, просто потому что, ну, не знаю, не люблю быть намного засажен. Плюс я бы купил вместо этого паджи себе. По Руи тоже, если там будет, знаешь, типа, огромное количество иксов, я буду продавать, да, если там будет больше 10 иксов, типа, от моей покупки, потому что я намного покупал. Вот, понятное дело, я буду продавать не все, и не просто в стакане в битке, да, но по чуть-чуть фиксироваться, да. Вот, поэтому такие дела. Вот. Я еще хотел шатаут тебе передать за то, что ты меня, ну, как бы сориентировал по как раз-таки фонду Дитха. У него есть фонд, называется Pylon Network, который Ару Алекс ведет. Ну, как бы лид, можно сказать, там. Вот, я сегодня попал на первый свой созвон туда, пообщался с ребятами, послушал. Ну, очень позитивно, на самом деле. Несмотря на рынок, там классные ребята собрались, все креаторы там в Твиттере пишут разные посты, рассказывают там свои советы по росту и подобному. Ну, как будто бы в нашем спейсе окружении мало такого, ну, что-то похожего. Поэтому расскажи поподробнее, я не знаю про это. Что это, что там происходит, что это? Ну, там в целом просто созвон, где они рассказывают о своих планах. Они сейчас концентрированы на AI и Robotics, но в целом как бы понятно, что все пойдут задротить в Камбрию, и все забьют на этот AI и Robotics на ближайшие там недели. Вот, ну, в целом, как бы они обсуждают свои, как бы, VAL за неделю, у кого что получилось, у кого что не получилось, какие там были проблемы. Вот как раз-таки спрашивали вопрос, что на Черную пятницу купили. Там, кто Ledger купил там с биткоином бесплатным, сразу на нем кто еще что, вот, поэтому тоже интересно было послушать. Ну и в целом делятся советами, как у них посты идут по Твиттеру, как сейчас у них, сейчас же в Твиттере новые эти
новая система, которая уже похуже посты продвигает, но в целом, если там каждый день писать посты, даже там, если вот как я там приболел, надо хотя бы GM-посты писать, чтобы алгоритмы не забывали, скажем так, о тебе. Вот, но в целом как бы делятся, да, действительно советами. Алекс вообще очень качественные посты делает, и я прям восхищаюсь тем, что он постит. Вот последний тред по Камбри с инфографикой, и инфографика всегда у него на высоте. Он сказал, что он поспал 3 часа и делал пост 23 часа. Вот. И на прошлый сезон у него была инфографика по Камбри тоже максимально детальная, то есть полный ход игры, как ты тратишь деньги, куда они идут, как распределяются награды, какие там есть лидерборды, что там, да как. Ну, короче, просто одну инфографику в конве зайти, посмотреть, и ты уже сразу поймешь, как вся игра устроена, грубо говоря. Знаете, я еще какой вопрос забыл спросить. Все-таки его надо было в начале задавать, а не в конце. Но я думаю, все равно просто ребятам будет интересно. Синет, может, ты расскажешь, как вообще ты познакомился с криптой, чем вообще в абстракте в крипте занимался. Мне кажется, это будет ребятам интересно. Правда, я чуть поздно это спросил, но ничего страшного. Ну я когда так просто купил еще очень давно, я кейсы, знаешь, типа там папка, когда был очень давно кейсы закупал, и они там, короче, иксов очень много дали. Я потом думал, что еще можно позакупать такого, и, короче, купил, просто накупил какой-то херовой крипты там еще очень давно, вот, и она, понятное дело, вся упала, но потом я спустя 2 года обнаружил, что там линк, такая была монета, она выросла очень сильно, вот. Ну и просто с того момента, знаешь, я не был full-time, потому что там и своя есть работа, вот. Но я просто, знаешь, иногда поглядывал и смотрел какие-то там интересные истории. Там, знаешь, в ICO залетал, когда было мета CoinList, знаешь, там каждый сейл давал по куче иксов, да, там интересные Мина истории были. протокол, Да, вот как раз мина, да, я покупал мину, да, вот. Такое. А потом как-то ничего не делал долгое время. Вот. Потом опять как-то, помню, купил эфир, когда он там $1000 был, а потом, и просто следил вообще как раз как там, за рынком. Blast увидел тогда, да, там на Бласте сидел, очень интересно было, потому что на Бласте какая-то очень такое качественное комьюнити было. Вообще, знаешь, не каких-то челов, которые там пришли крошки там со стола собрать, а там реально очень умное какое-то комьюнити было, куча крутых людей. Куча крутых апок, там фэнтези ж были, там еще всякие, там Камбрия как раз-таки появилась на Бласте. Да, там еще много разных интересных было проектов. Вот, все, после Бласта тоже ничего не делал, ждал. Вот, потом Абстракт вышел, вот и в Абстракт пошел. Если ты как раз вот Blast, вот если ты сравнишь Blast и Abstract по комьюнити, по всему функционалу чейна, по перспективам, вот что, что поинтереснее, что лучше, если сравнить, опять же, сейчас Blast уже мертв, Blast именно в тот момент до ТГЕ и Abstract в момент до ТГЕ. Знаешь, у Бласта просто вообще не было никакого вижена, да, что типа делать потом, вот как бы, да и во время, знаешь, проекта, вот просто, знаешь, блокчейн, да, и там хорошо написал вот самый главный кид Бласта и Блюра, что по сути Бласт это был такой slow рак для того, чтобы как бы инвесторы Блюра вышли очень хорошо, да, и была ликвидность, создать ликвидность. Он типа сам на Блюре заработал там десятки миллионов долларов, поэтому я думаю, его мнение это самое объективное и очевидное. Вот. Но как-то каким-то образом, несмотря на то, что они над Бластом не старались, там очень много людей, знаешь, собралось интересных. И я думаю, самый главный показатель блокчейна по качеству – это когда на блокчейне появляются крутые инфлы, которые выросли исключительно с этого блокчейна. Да, на Блюре это был SBB, который… ICO Beast. Да, ICO Beast, вообще, по сути, один из топ-1 инфлов сейчас. Там был такой Цирус, вот, там был Джен, такая самая девушка, самая известная, она потом пошла на Hyperliquid, и там ее парень, там War Daddy Capital, тоже крутой. Я не знаю, были очень, знаешь, какие-то качественные инфлы в этом плане, вот, которые реально очень много выросли, очень много заработали, и потом успешно, да, например, ICO Beast, после Бласта он заколил мету Virtuals, AI-агентов, и все, его колы были нереально, прибыльные, и они, по сути, он, по сути, ее прочитал. Вот, да, поэтому такие, да, там, у Цируса тоже там по NFT было куча всего крутого. Да, и в принципе, да, а Джен и там Вардеди, они early заспотили как бы Hyperliquid. Поэтому, по сути, каждый инфл, он вырос там, знаешь, такого нереально качественного инфла, неважно, что типа сейчас они делают, но тогда в моменте было все очень круто. Вот. У нас пока, к сожалению, на абстракте, знаешь, каких-то таких супер смартов нету, которые бы давали, знаешь, какие-то прям жесткие колы на что-то там. Да, но я думаю, просто мы рано, знаешь, слишком, у нас даже даты ТГЕ нет все-таки, да, тогда люди... Тогда просто эта история была гораздо быстрее, все как бы быстро появилось, быстро вышло и быстро умерло.
да, а у нас как бы, ну, мне кажется, пик активности все-таки происходит всегда там за несколько месяцев до ТГЕ, да, и самое интересное всегда вот в этот период происходит. А так как мы дату ТГЕ не знаем, то, видимо, еще, знаешь, как бы, короче, будет время появиться инфлам качественным и историям интересным, да, у нас же, по сути, из ТГЕ на абстракте был только, что у нас было, только Lowland. Гринд. Ну, знаешь, я имею в виду проектов, где люди там что-то делают. Это Lowland, он, кстати, был неплохой, но про него никто не писал. Да, и все. Ну, я не считаю там имя, потому что это, ну, рак просто полный. Вот. Да, то поэтому Ну, я думаю, еще Абориан, все впереди. Абориан можно к этому отнести. Ну, Абориан, да, кстати, на Ну самом да, деле да. неплохой. Да, Monster их... Monster Ну, Farm. Monster Да, не, просто у Абориана реально NFT что-то стоили, да, там тот airdrop, который дали людям, они могли продать активным, как бы, участникам сообщества там больше $1000. Это на самом деле неплохо, Да. учитывая то, что у нас ликвидность, и их покупали активно, что самое главное, поэтому те, кто хотел, продали. Вот, поэтому я думаю, просто все впереди еще, если у них там планы такие наполеоновские, то мы увидим. Да, потому что, как правило, у чейнов запускается активность, когда, как бы, знаешь, происходят какие-то истории, когда члены там, блокчейна стают богатыми, да, как на Бласте это было, там, с фэнтези, как это было, там еще какая-то игрушка была, которая очень много раздала, там, ну, короче, там было историй достаточно, вот. Поэтому, когда вот будут такие громкие истории о том, что тут люди что-то заработали, и очень много заработали, тогда сюда и люди подтянутся. Слушай, ну такие же истории были, это же с Бигом была история. Да, и тогда как раз люди подтянулись, и я думаю, на топливе с Бига у нас так-то и выросли все очень сильно мемы, да, и потом, потому что подогревали Абстракт Август, там, и все же реально очень выросло, там, в пике стоил... Да, и зависеть должны были мемы. Да, Ну, к Абстер сожалению, стоил, пока мы да, это не 40 выросли. миллионов, или сколько он стоил, там, 45 вот эти Red, штуки. да, там, поле 10 плюс год, сколько-то там, около 10, Red за 10, 7. да. Да, это на самом деле очень жестко было, да, По поэтому я поводу думаю... инфлов пишут, кстати, что кроме Броски пока никто не вырос на абстракте. Но, кстати, на самом деле инфлы выросли, что, смотрите, Эли у нас, да, не сумасшедшую аудиторию набрал. Опять же, Синет говорил про качество, да, и тут я согласен. Там вот Эли набрал, сзади, да, сумасшедшую аудиторию тоже за счет абстракта набрал. Не, Крис да, я тоже. больше, знаешь, про качество, знаешь, того, что Да, этот инфл, он что-то, знаешь, как бы, это смарт, который появляется на блокчейне, и он потом доказывает, что он как бы что-то и без этого да. блокчейна может, да, что они там какие-то супер истории там доходные, да, как, например, они там прочитали, кто-то там прочитал Hyperliquid, кто-то мету AI-агентов, да и на этом, да, и на Бласте они давали хорошую аналитику. По сути, сзади он вообще не участвует в абстракте, да, как-то, да, там он же, я не видел, чтобы он был активным в Или ОЧХ, в просто получают Гигаверсе. бесплатно токены от всяких... Да, а Элли, всяких- ну, зачем ему стараться? У него и так огромное количество токенов, которые ему дают по 300 тысяч XP, поэтому я не могу сказать, что он, ну, знаешь, прям какой-то ну, знаешь, типа такой вот обычный работяга, который там поднялся на абстракте. Вот. Он же Ну больше да. как Ну, такой... Mindful у нас на абстракте, мне кажется, поднялся. Вот, Или да, вот тоже. Да. Да, но он если сейчас не ошибаюсь, то есть активный. Ну, зарейзил не, много. знаешь, типа не особо активный. Слушай, ну я думаю, включатся рано или поздно и эти, и новые какие-то найдутся. Будет, опять же, какая-то история успеха, правильно вот ты говоришь, чтобы привести людей перед ТГЕ там и так далее. Скорее всего, это все будет. Но на самом деле, вот слушай, а нет у тебя такого ощущения, что действительно чуть похоже? Как бы смотри, и там инфлы выросли, и там был Blur Blast, тут Пенгу там с ABS токеном, вот. Как бы, может быть, тут тоже вот будет какая-то такая у нас подъебка нам, скажем так, или все четко будет? Знаешь, скажу так, главное, что в конечном счете люди имели возможность заработать, да, потому что и на Бласте, Мгм. кто бы что про него плохого не говорил, да, там, может, было плохо таким кидам, как SBB, у которого было там, ну, десятки миллионов долларов, и просто не было ликвидности. Но для тех людей, кто кто смог заработать там 20-30 тысяч долларов, 50, 100, это вообще было без проблем. И таких огромное количество людей, кто заработал на Бласте даже без ТГЕ. Поэтому я считаю, что это все-таки вообще крутая история была, да, ну, без того, что там, мне все равно, что проект умер, потом я с него как бы и вышел. Ну Вот. да. Я думаю, у нас тоже будет, да, все четко. Это я так просто спрашиваю, ну, потому что будут такие по-любому у людей, кто смотрит вопросы. А скажи, хорошо, а еще вот такой вот вопрос к тебе. Совет, может быть, знаешь, кому-то дать? Вот, допустим, Мгм. нас смотрят много людей, которых абстракт – это вообще первый проект. Они там с Мгм. таболок пришли или вообще первый раз крипту начинают трогать, условно. Вот что им, на что им стоит обратить внимание? Не обязательно, может, что-то в абстракте ты хочешь видеть, может, что-то в крипте хочешь видеть. Вот, может, есть какой-то совет?
То мне кажется, самое крутое, кстати, я сейчас переподключусь на секунду, а то у меня тут звонок, это искать какую-то работу, знаешь, которая не зависит от airdropов. Это быть или монтажером там для проектов, или писать статьи, как Ару Алекс и АИС, и они нашли себе работу, да. Ну, короче, просто заниматься какими-то там, ну, реальной работой, потому что тут много денег платят, и качество контента, как бы, так по крипто-твиттеру, оно низкое. Если ты будешь, там, знаешь, там, писать Будешь статьи, средний. делать инфографику, ты, ну, и будешь делать это качественно, ты выделишься. Будешь делать видео, ты выделишься. Очень легко найти тут работу, если ты делаешь что-то качественное. Поэтому я думаю, стоит упор только в это делать. Потому что ты связями обрастешь очень большими, а за счет связи у тебя и колы будут какие-то там, и т.д. и т.п. Поэтому, мне кажется, ну, вот, делать что-то качественное и связями обрастать – это самое главное. И у тебя и деньги тогда будут, и знакомства. Хороший совет, Ну да, хороший согласен. совет. Очень хороший совет. Да. Так, что у нас в чате? Есть что-то, какие-то вопросы? Ну, я пригласил Алекса Нефтек на наш подкаст. Он сказал, что когда-нибудь придет. Но когда он не знает. Вот. Ну, в целом нет. Пока вопросов. Да, 100%. Конечно, конечно. Так, в принципе, ребята, есть какие-то вопросы в чате? Пишите, если что. Может, есть что добавить? У нас Ник, может, у тебя есть какая-то тема или у Синета есть? Я думаю, что мы сегодня очень подробно разобрали все то, что у нас на повестке. Я думаю, что все вполне себе хорошо. Ну, по Монаду не так много поговорили, но у нас все-таки абстракт подкаст. Не, на Монад посматриваем. На Монад посматриваем. Не, ну, так, ребят, извиняюсь, я попрощаюсь, а то бежать надо. Все, а мы уже завершаем. Давайте заканчиваем. Спасибо тебе большое за участие. Мы очень рады пообщаться. Да, и вам всем спасибо. Спасибо Синету за то, что... Да, всем спасибо. Все, ребятки, всех обнял. Спасибо Нику, спасибо Синет, спасибо зрителям на YouTube, кто смотрит. Тоже приятного аппетита. Если что, там на связи. Все, ребят. Да, всем пока. Всем пока. Так, все, Ник, выходим. Ник не заканчивает.